Смартфон с защитой IP68, IP69K и MIL STD810H. Аккумулятором в 10800 мАч, поддержкой быстрой зарядки до 30 Вт, дополнительным мини-дисплеем, поддержкой управления жестами, экраном с диагональю в 6,6 дюйма и частотой обновления экрана до 90 Гц. Процессором MediaTek Dimensity 7050, 100-мегапиксельным основным сенсором ночного видения, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к противоударному смартфону III F150B3 Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется смартфон в коробке из плотного картона, на ней есть название модели и, разумеется, как всегда, краткие характеристики. Упаковка выглядит стандартно для этого бренда. Уже не первый раз мы обозреваем подобные штуки. Упаковка неплохая, в комплекте у нас краткое руководство пользователя, блок питания на 30 Вт с разъемом Type-C. Далее есть плетеный кабель для зарядки с Type-C на Type-C, сам смартфон, защитное стекло, которое без проблем устанавливается, но защитной пленки в стоке на экране нет. Установлен также гибридный слот для двух сим-карт или одной сим-карты и одной карты памяти до 1 терабайта. Габариты устройства 168 на 79 на 19 мм, а вес целых 351 грамм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий под любым из роликов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Помимо этого еще iPhone 16 на Новый год я буду разыгрывать. Условия в ролике по ссылке в описании, там тоже все просто. Для участия в розыгрыше на стриме присутствовать не обязательно. Победите, я вам напишу. Переходим к обзору. Доступна данная модель в единственной расцветке корпуса, которую вы можете наблюдать на экране. Дизайн смартфона — это гибрид того, что мы уже встречали в других моделях этого бренда. В отличие от модели B2 Pro, данный смартфон оснащен вторым дисплеем с тыльной части, как и в модели V2 Ultra. Корпус устройства выполнен из металла и поликарбоната. Стандартно для защищенных смартфонов экран слегка утоплен, а углы усилены. Смартфон не из легких, но он однозначно легче, чем большинство противоударных смартов. В руке данная модель лежит комфортно и быстро рука не устает. На корпусе расположили разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0 без заглушки, что очень удобно, кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качель для регулировки громкости, и на этом все. Подобных прелестей, как программируемая клавиша, ушко для шнурка, световой индикатор, мини-джек или ИК-порт в данной модели нету, что странно. Далее есть микрофоны, один основной динамик и один разговорный, в этом плане все стоит на месте. Все такое же моно, без какой-либо настройки. Несмотря на это, качество звука, как для моно, неплохое, но хочется уже, чтобы полуторка хотя бы была. Вибромотор слабенький и не настраиваемый, особенно для такой массы смартфона. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,6 дюйма с разрешением 1612 на 720. Один шаг вперед, два назад. Хорошо, что рамки не громадные, как и подбородок. Ко всему, вырез под фронтальную камеру не каплевидный, плотность пикселей 267 ppi, при измерении яркости экран выдает в пике 300 люксов, яркости мало, на улице в солнечный день приходится искать тень для того, чтобы что-то разглядеть на экране. Функция автоматической регулировки яркости отрабатывает корректно, частота обновления экрана максимум 90 Гц. Также на выбор есть автоматический режим и 60 Гц. Мультитач на борту, экран откликается на 10 касаний. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки распознаванием лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев же работает быстро, но завести один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно. При этом всплывает, правда, уведомление о том, что заводится один и тот же отпечаток пальца. Функция распознавания лиц срабатывает плохо, для нее необходимо максимально хорошо освещенное помещение, и смартфон необходимо держать ровно перед лицом. И даже в таком случае не всегда удается разблокировать экран. Завести биометрические данные можно только одного лица. Теперь, что касается дисплея с тыльной части. Диагональ у него 1,1 дюйма, он не сенсорный, но смартфон поддерживает технологию управления жестами. Можно отвечать на вызовы или сбрасывать их, просматривать уведомления, время и не только. Работает это дело, конечно, не как часы, но неплохо, поиграться можно. Все функции экрана настраиваются в настройках, на выбор есть несколько стилей отображения дисплея. Как дизайнерское решение, возможно, этот экран и неплох, но со стороны удобства и функционала это больше ощущается как игрушка. Летим дальше. Процессор здесь MediaTek 7050 с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота у него 2,6 ГГц,
ГГц, графический процессор ARM Mali G68MC4. Оперативная память на 16 ГБ, в программах отображается типа LPDDR5. Сам производитель заявляет, что тип памяти LPDDR4X. Внутренняя память на 512 ГБ, по тестам тип памяти UFS не ниже, чем 2.2. Операционная система на базе Android 14 версии, русский язык на борту, система работает довольно быстро. Из полезного система имеет функцию Island для отображения различной информации в области фронтальной камеры, вспомогательные функции Android Auto, разделение экрана, подводный режим для фото и видеосъемки, сумка с инструментами и не только. FM-радио, к слову, работает только с наушниками. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, Bluetooth, поддержки 5G сетей и ниже. Для 4G все бенды на борту. Связь смартфон ловит хорошо, проблем с датчиком приближения не было, что радует. NFC-модуль в наличии, MirPay встает без проблем. GPS данной модели однодиапазонный, и тест в городских условиях показывает точность в 1-2 метра. Далее, емкость аккумулятора 10800 мАч, смарт поддерживает быструю зарядку до 30 Вт, полный цикл зарядки от родного адаптера питания занимает не меньше 3 часов. Как Powerbank B2 Pro использовать можно. Результаты прогонки смартфона на автономность в PC-марке он выдал хорошие: 14 часов 25 минут, в Work Performance 15603 балла. Поедает смарт за 1 час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi 4-5% заряда, за час игры в PUBG улетает 17% заряда, играть некомфортно из-за плохого сенсорного отклика, а также из-за того, что смартфон перегревается. Genshin Impact дела обстоят еще хуже, что неудивительно, но в легкие игры все же поиграть можно. Перейдем к тестам. Результат прогонки смартфона в тротлинг-тесте на 100 потоках при 30 минутах вы видите на экране. Результат печальный, мягко говоря. В Geekbench в шестом в синглкоре он выбивает 1022, в мультикоре 1759, в GPU скоре 2313, 3D Mark показал в основном плохую устойчивость, Wildlife Stress Test 60,8%, Steel Nomad Light Stress Test 98,4%, Vantutu выдал результат в 606 тысяч попугаев. Storage Test показал 64 тысячи, Stress Test результаты вы видите на экране. Летим дальше. IIIF 150 имеет степень защиты, IP68, IP69K и MIL STD 810H. По традициям я изначально потопил смартфон в воде для того, чтобы проверить его защиту от влаги. Мой экземпляр остался жив, и вода на него никак не повлияла. Дроп-тест смартфон также пережил, появились царапины и потертости, но в целом живой. Экран не треснул, пострадало только защитное стекло. Блок камер цел, что радует, но однозначно, если смартфон неудачно приземлится, то блок камер треснет. Летим дальше. С тыльной части расположили сенсор OVA 0B40 на 100 мегапикселей с апертурой 1.8 и цифровой стабилизацией. Плюс есть сенсор на 20 мегапикселей с датчиком для ночного видения. Также с тыльной части находится 3 LED вспышки. Запись видео доступна с основного сенсора в максимальном разрешении 4К 30 FPS, и хорошо, что для 1080p есть 60 FPS. Отмечу, что без включенной стабилизации в настройках для съемки в разрешении 4К 30 FPS смартфон не вытягивает из темных участков. Если же включить стабилизацию, то картинка не дерганая и в изображении будет больше информации. А вторая сторона монеты — это шумы. Фронтальный сенсор S5KGD1SP на 32 мегапикселя с максимальным разрешением 1080p 30 FPS и цифровой стабилизацией. В стоком приложении камеры есть некоторое количество разных режимов. В настройках можно найти всякие функции. Режим ночной съемки такой же, как в более дешевых моделях, о нем особо нечего рассказывать. Основной сенсор неплохо показал себя, разумеется. Есть проблема работы с тенями, также детальность видео низкая, но в целом все не так плохо. Я ожидал худшего качества видеосъемки. Примеры видео вы уже видели, а сейчас вы увидите фотографии в 100 мегапиксельном режиме и не только. Минусы: плохой экран, мало яркости, однодиапазонный GPS, это прям фейл, нет светового индикатора, нет мини-джека и К-порта, монозвук, радио только с наушниками, бесполезный, как по мне, второй экран и, конечно же, конский ценник не на распродажах. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Ноябрь — это месяц распродаж, их там 4 на Алиэкспрессе, поэтому что-нибудь интересное для вас будет однозначно. Сегодня там народ Poco X6 Pro с новых аккаунтов на 12512 по 20 тысяч ровно покупал. Это прям бодро.
учитывая курс доллара. Резюмируя, IIIF 150B3 Pro хорош тем, что в него установили более мощное железо, чем в прошлых моделях, а в остальном Ctrl-C, Ctrl-V. Данной производительности достаточно будет на год. Не больше, я думаю, 600 тысяч баллов в Antutu в наших реалиях является, скажем так, очень-очень низким допустимым минимумом. От меня девайсу максимально скромное «да». Подписывайтесь на канал с колоколом, и, как говорится, все зависит от цены. Добра и удачи вам, дорогие друзья!